Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в ролике давайте посмотрим на возможное появление видеокарт RTX 3080 и 3070 с приставкой Super. Оценим многочиплетную конструкцию видеокарт AMD и узнаем, какие чипсеты синие покажут на презентации. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения, я начну с горячего инсайда в зеленом лагере. Как мы знаем, в ближайшее время Nvidia готовит видеокарты среднего сегмента, а также RTX 3080 с приставкой TI, которая должна появиться после китайского Нового года. Однако, новая информация от инсайдеров утверждает, что зеленый чипмейкер уже рассматривает обновление своих RTX 3070 и 3080 и, возможно, до версии Super. Сам автор утечки не уверен в конечном названии, но предполагается, что обновленная RTX 3070 может получить совершенно новый кристалл GA103 и выйти в модификациях как Super, так и TI. Также непонятно, чем будет отличаться 3080 в модификации TI и Super, и возможно речь идет об одной и той же видеокарте. В общем, обновленные версии этих видеокарт точно будут, но какой-то конкретики пока что нет. Также в зеленом лагере засветился ноутбук с видеокартой 3080 на 16 ГБ. В базе данных китайского Амазона появилась страница игрового ноутбука Asus G15, который будет включать процессор Ryzen 7 5800HS и видеокарту 3080. Согласно спецификациям, новинка сможет предложить 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, а также твердотельный накопитель на 512 ГБ. Но самое интересное, что в составе системы заявлено RTX 3080 с 16 ГБ памяти, а в подробных характеристиках сообщается только 8. Это еще раз подтверждает существование нескольких конфигураций для мобильной 3080. Сам же ноутбук оценивается в 14 862 юаня, что примерно $2270. Тем временем, в последние дни 2020 года компания AMD подала заявку в патентное ведомство США. В нем она описала идею создания графического процессора с чиплетной структурой, но для ее реализации инженерам компании предстоит решить целый ряд проблем. Как мы знаем, стандартные методики программирования кристаллов малоэффективны для работы с несколькими графическими процессорами, что подтверждает почти полный отказ от связок Crossfire и SLI. Ключевой проблемой является распределение между несколькими активными кристаллами в одной системе. В новом же документе описывается один из возможных способов синхронизации содержимого памяти между несколькими наборами микросхем. AMD считает, что таких проблем можно избежать, если внедрить пассивные перекрестные каналы связи с высокой пропускной способностью. Таким образом, первый набор микросхем видеокарты будет напрямую связан с центральным процессором, а каждый из чиплетов в массиве будет связан с первым набором через пассивную перекрестную связь. В этом смысле AMD подразумевает пассивную перекрестную связь как своеобразные провода между чиплетами, размещенные на подложке с одним или несколькими кремниевыми слоями. Такая группа графических процессоров будет работать как система на кристалле, но будет разведена на разные функциональные микросхемы. Сама AMD публично не подтвердила, что работает над чиплетным дизайном графического процессора, однако ходили слухи, что архитектура RDNA 3 может быть реализована именно так. Над аналогичными технологиями также работают и Intel, и Nvidia. Первые уже подтвердили свои ускорители Xe-HP с многокристальным дизайном, дебют которых ожидается уже в этом году. А если верить слухам, то в будущем Nvidia представит подобный графический чип с архитектурой Hopper. Также в красном лагере ожидается возвращение 16 ядер в линейку Threadripper. В свежем инсайде указывается возвращение такого процессора, хотя предыдущая линейка содержала только модель на 24 ядра. Если предположить, что 16-ядерный процессор действительно существует, то возникает проблема с наименованием такой модели. Первое поколение Threadripper'ов на 16 ядер назывались 1950X и 2950X. Но последнее поколение пропустило это название, а на архитектуре Zen 3 уже есть модель Ryzen 9 5950X. Получается, что Threadripper либо использует те же цифры и будет различаться только названием, либо увеличит числовое значение модели до 5960X. Основное же различие между Ryzen 9 и Threadripper скорее всего будет ограничиваться поддержкой четырехканальной памяти и дополнительными линиями PCI-Express, доступными только для Threadripper. А организация Cybernetics сообщила о развитии своего стандарта по оценке энергоэффективности в блоках питания.
Сама сертификация была представлена в 2017 году как альтернатива основному стандарту 80+, но не вызвала особого интереса со стороны производителей. Но, возможно, новый метод маркировки окажется удобнее и будет оценен вендорами. Организация решила подкорректировать этот момент и вместо букв использовать привычные названия, такие как Bronze, Silver, Gold и так далее. Методика самой сертификации включает несколько категорий, ориентированных на оценку эффективности, уровня шума и даже уровня звуковой изоляции корпуса. Поэтому вместо тестирования 3 или 4 нагрузок, предусмотренных стандартом 80+, метод Cybernetics требует тестирования во всем диапазоне мощности. Используя более 1450 комбинаций нагрузок, он отражает общий рейтинг эффективности, используя среднее значение всех измерений. Это позволяет исключить случаи, когда вендоры могли манипулировать требованиями 80+, для обеспечения более высокой эффективности при определенных нагрузках. Что более важно, Cybernetics позволяет оценивать уровень шума от блока питания, что на сегодняшний день очень востребовано. Они надеются улучшить рынок блоков питания, поощряя производителей повышать свои стандарты, и, возможно, со временем у них получится заменить привычную 80+. Тем временем, компания Intel, судя по всему, представит сразу 3 чипсета 500 серии на своей презентации. Ими станут Z590, B560 и H510, которые получат новые логотипы. Ожидается, что на платах B560 будет поддержка XMP профилей, но не будет возможности разогнать процессор. Но полные возможности разгона будут доступны, как всегда, на платах Z590. И, конечно же, все платы получат поддержку PCI Express 4.0, которую можно будет активировать только с выходом самих процессоров Rocket Lake. Однако в конце этого года ожидается переход на DDR5 и PCI Express 5.0, поэтому приобретение таких плат может стать не самым удачным выбором, учитывая, что есть старые платы, которые также поддерживают Rocket Lake. А в сети уже вовсю гуляют фото материнской платы MSI под названием Z590 Gaming Pro Carbon. Она получила 18 фаз питания, что на 2 фазы больше, чем у предшественника, и вовсю светит крышкой M2 с надписью MSI Lightning 4-го поколения. Но наклейка сверху уведомляет, что поддержка возможна только на процессорах 11-го поколения, начиная с i5. Это в очередной раз подтверждает, что Core i3 не получит новую архитектуру Intel. А крупнейшая в мире криптовалюта отметила начало года очередным рекордом. Ее курс опять обновил исторический максимум и пересек отметку в 31 тысячу долларов и до сих пор продолжает расти. Остальные криптовалюты тоже растут, но не такими темпами, как биткоин. А как мы знаем, именно курс эфира является решающим для рынка видеокарт. Хотя не стоит забывать и про мощность всей сети, которая влияет на конечный заработок майнеров. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!